Последний мирный день город Брест и крепость жили в привычном размеренном ритме. Была суббота. Командиры с семьями отдыхали в городе, посещали кафе и концертные залы. Кто-то выехал на природу. Рядовым устроили банный день, а вечером просмотр кинофильма. Казалось, ничто не предвещает беды. Хотя тревога, как говорится, висела в воздухе. Еще задолго до этого субботнего дня. Вот о чем писал в своем письме родным заместитель политрука Владимир Абызов за 10 дней до начала военных действий. Мама, что касается международной обстановки, то это да, она сейчас напряжена до крайности. И это не случайно, потому что от нас постоянно требуется полная боевая готовность, чтобы в любую минуту суметь защитить наши границы, а если потребуется, то и разбить врага на его территории. А сосед наш, к слову, ненадежный, несмотря на то, что мы имеем с ним различные договоры. 21 июня в крепости оставалась практически половина личного состава гарнизона. Часть военных занималась строительством оборонительных сооружений линия Молотова. Другая была отправлена в летние лагеря на учения. Об этом, несомненно, знала немецкая разведка. На противоположном берегу Буга немцы скрытно наращивали численность своих войск. К ночи эта подготовка к военным действиям была завершена. Корреспондент журнала Die Wehrmacht Герт Хабиданг в своем репортаже «Война на Востоке. Ночь перед Брест-Литовском» так описывает начало атаки на Брестскую крепость. Нарастающая теснота, стальные шлемы, винтовки, длинные пронзительные трели телефонов и спокойный, заглушающий все голос оберст-лейтенанта. Спокойно, господа. Пока 3 часа 14 минут. Ждем еще 1 минуту. И тут удар артиллерии. Едва он начинается, как вздрагивает земля. Что-то гремит и катится. Острый сквозняк оттуда бьет нас в лицо. Это битва артиллерии. Оберст-лейтенант был прав, говоря мне вчера. Это будет такое, что вы еще никогда не испытывали. Сразу в самом начале операции «Барбаросса» массированный артиллерийский обстрел накрыл крепость. Более 7 тысяч только тяжелых снарядов, не считая более мелкой артиллерии, в одночасье обрушились на крепостные укрепления. На захват крепости немецкое командование отводило 8 часов. Поначалу все шло по намеченному оперативному плану. К 9 часам утра крепость была окружена, но захватчики столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Утром 22 июня над крепостью появился немецкий аэростат. Таким образом, с высоты нацисты корректировали артиллерийский огонь. Комиссар Фомин отдал приказ своим бойцам любыми средствами ликвидировать наблюдателя. Подходящих орудий для выполнения задачи не было, посоветовались с артиллеристами. Они предложили использовать 45-миллиметровую пушку. Чтобы приподнять угол ствола повыше, вырыли яму и в нее поставили орудие. Сбить наблюдателя с воздуха было довольно сложно, так как использовали бронебойные снаряды. Надеялись только на прямое попадание. Через 10 минут вражеский аэростат пошел вниз, но так осталось и невыясненным, кто его сбил – артиллеристы или кто-то другой. Во время первого артиллерийского обстрела был уничтожен резервуар над Тереспольскими воротами, который обеспечивал крепость водой. Ее нехватка стала самой большой трудностью для защитников, особенно в жаркие июньские дни и душные ночи. Бойцы разными способами пытались решить эту проблему. Казалось, самый простой из них – набрать воду из реки. Но немцы знали об этом, и поэтому на берегах Муховца и Западного Буга установили огневые точки. И защитникам крепости, порой ценой своей жизни, приходилось добывать раненым, женщинам и детям живительную влагу. Сразу с первого дня войны героически и самоотверженно проявили себя не только защитники Брестской крепости. Утром 22 июня в небе над цитаделью многие наблюдали за серьезным воздушным боем. В нем участвовали 4 советских и 8 немецких истребителей. Несмотря на численное превосходство, нашим летчикам удалось в течение первых минут боя подбить 2 вражеских самолета. Но неравный бой продолжался. У одного из советских летчиков закончились боеприпасы, и он решил пойти на отчаянный шаг – таранить немецкий истребитель. Немец попытался увернуться, но безуспешно. Он вместе со своим самолетом устремился к земле. Следом полетел и поврежденный советский истребитель отважного пилота, а в небе раскрылся белый купол парашюта. Бесстрашным летчикам, совершившим воздушный таран над Брестской крепостью,
В первый день Великой Отечественной войны был командир 123-го истребительного полка авиационной дивизии лейтенант Петр Рябцев. В том бою ему удалось выжить, но в конце июня 1941 года он погиб под Ленинградом. Не через 8 часов, а через 8 дней немцам удалось войти в крепость, но опаленная огнем пожаров полуразрушенная цитадель продолжала сражаться. Отдельные очаги сопротивления не давали захватчикам покоя. Наиболее ожесточенно сражался Восточный форт. Попытки немцев прорвать оборону не давали положительных результатов. Обстрелы артиллерией и танками были безуспешны. Мощный ружейный и пулеметный огонь косил всех, кто приближался к укреплению. Безрезультатной оказалась и бомбежка хорошо продуманного фортификационного укрепления мощными 500-килограммовыми бомбами. 7 дней форт продолжал жить и сражаться. Немцы обратились к последнему способу покончить с этим очагом сопротивления. После обеда 29 июня авиация сбросила бомбу весом 1800 килограммов, которая попала в угол стены земляного вала и своим взрывом потрясла не только крепость, но и город Брест. После этого, пропустив вперед женщин и детей, защитники форта сдались. Возглавлял оборону Восточного форта майор Петр Гаврилов. Это он отдал приказ своим подчиненным сдаваться в плен, а сам попытался самостоятельно вырваться из крепости, но не смог. В итоге оказался здесь, в казематированном укреплении рядом с северными воротами. Майор Гаврилов быстро понял, что находится в бывшей конюшне. Помещение оказалось совершенно пустым, спрятаться было негде. Пришлось соорудить укрытие из навоза. Если с водой больших трудностей не было, Гаврилов пил по ночам из обводного канала, то с питанием возникли трудности. Удалось найти только комбикорм, припасенный для лошадей. Этим и питался, днем скрываясь в каземате, а ночью пытаясь уйти из крепости. Но безуспешно. Немцы четко держали осаду. Обессиленным и больным 23 июля, через месяц после начала боевых действий, его обнаружил немецкий патруль. Гаврилов попытался оказать сопротивление, отстреливался, бросил немцев 2 гранаты, но был ранен и взят в плен. Тереспольские ворота знамениты не только своим подвесным мостом, лучшим в Российской империи, и не только водонапорной башней, которая снабжала водой всю крепость. Эти ворота известны благодаря воинам, которые их обороняли. А еще свою лепту внес Адольф Гитлер. Именно через Тереспольские ворота 26 августа 1941 года он въехал в изрядно разрушенную цитадель. Сейчас трудно сказать, почему фюрер заинтересовался Брестской крепостью. Существуют разные версии, но факт остается фактом. Гитлер удостоил своим вниманием старинный форпост над Бугом, и побывал он здесь не один, а со своим союзником Бенито Муссолини. Оба они, каждый в своем самолете, приземлились на военном аэродроме в районе Тересполя. В первую очередь Гитлер захотел похвастаться перед своим другом самым мощным немецким орудием – самоходной пушкой «Карл», которую специально доставили из Ганновера, на то место, откуда она обстреливала крепость. Вот как об этом вспоминал комендант Брест-Литовска, генерал-лейтенант Вальтер фон Унру. Муссолини спросил: «Вероятно, такой снаряд тяжелый? Насколько?» В ответ прозвучало: «Довольно тяжелый». Следующим вопросом было: насколько тяжелым является это гигантское орудие? Ответ: очень тяжелым. Муссолини усмехнулся. Он думал то же самое. Третий вопрос: как далеко стреляет орудие? Ответ: достаточно, но не слишком далеко. Лицо Гитлера изобразило насмешку. Однако я понял, что большого доверия между союзниками, кажется, не будет. Затем на автомобиле союзники отправились в крепость. Здесь специально к их приезду была собрана трофейная советская техника. Организовал выставку и провел по ней экскурсию командующий 4-й армией фельдмаршал фон Клюге. Фюрер и Дуче пробыли в крепости недолго, всего 2 часа. Перед отъездом Гитлер взял камень из разрушенного моста, который обнаружат в его кабинете после капитуляции Германии. Долгие годы Брестская крепость представляла собой руины, и только благодаря писателю Сергею Смирнову стали известны факты героической ее обороны и имена защитников твердыни над Бугом. А со временем крепость стала всемирно известным мемориалом. В следующую субботу я расскажу, когда Брестская крепость получила почетное звание «Крепость-герой»,
Как строили главный монумент мужества мемориального комплекса? Кто зажег вечный огонь в Брестской крепости?